Всем привет, как всегда, YouTube канал Польза.нет, Realme GT 7 Pro, и сейчас мы будем, разумеется, проверять его на защиту от влаги. Так, ну и ввиду того, что бассейна у меня рядом нет, мы попробуем как раз режим утопления Здесь есть специальный режим под водой, вот, и что я могу сразу сказать, не стоит этого делать, потому что у меня много всего тонуло и от BBK тоже, но если вам очень хочется, то смартфон IP68 поддерживает. Напоминаю, что никто вам его менять не будет, если вы будете его топить. Может быть, вы как-то и договоритесь, но очень сильно вряд ли. Так что все эти IP68, IP69K и все остальное, по моему опыту с BBK, очень опасная штука. Не советую так тестировать. Но этот вроде выжил. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Realme GT 7 Pro. Что это такое, с чем это едят и почему его стоит или не стоит покупать. Что вы слышите? Вы слышите о нем и... Поверьте, оно здесь ничем не отличается от других смартфонов. Вы слышите о том, что супер яркий экран. Подтверждаю, но насчет шума здесь не все так волшебно, это, скажем, мягко. Если говорить по поводу супер автономности батареи, могу подтвердить, но здесь тоже не все так просто, потому что эта автономность достигается тем, что он сбрасывает яркость в тех же играх, но об этом вы тоже узнаете в ролике. Что я с ним уже сделал? Я уже с ним походил, поснимал 48 часов и выгрузил обзор на Польза Лайв, как я полетел в Вьетнам с ним, используя его как камеру. Мягко скажем, все было не очень хорошо. В описании к каналу можете посмотреть. Я уже 2,5 часа гонял его на прожарке на Польза стримы, для того, чтобы вы увидели, как он себя плохо ведет в играх, мягко скажем. Я могу вам рассказать. 120 Вт зарядка, супер быстрая. Защита от влаги IP68, IP69. Помимо этого, мега крутой экран, LTPO. Это все будет правдой, но как в реальности работает это устройство, вы узнаете в ролике. К слову, у меня это китайская версия без 7-го бенда, она идентична российской версии. Помимо этого, хочу отметить, что российскую версию я тоже купил на Алишке за 63. В описании будет как раз ссылка на российскую, потому что китайская мне обошлась те же деньги, а без 7-го бенда я не советую что-то брать. Помимо этого, хочу отметить сразу, что смартфон, несмотря ни на что, мне понравился, но у него много недостатков. Смотрим. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге и подписаться на телеграм-канал скидок. И вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого, на Новый год еще iPhone 16 разыгрываю. Перейдем же, в принципе, к самому интересному, к смартфону. Распаковка. Вес посылки 623 грамма. Поставляется смартфон в черной упаковке из плотного картона с названием и краткими характеристиками модели, что стандартно для линейки GT в принципе от Realme. Выглядит упаковка хорошо, неплохая она. В комплекте у нас обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 120 бодрых китайских ватт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Габариты смартфона 163 на 77 на 8,5 мм без блока камер, а вес 225 граммов. Приобрести смартфон можно в обыкновенной белой, титановой и интересной оранжевой расцветке. Дизайн модели интересный, лично мне нравится, как аккуратно оформили блок камер, притом когда ты играешь, блок не мешает, он как блямбы круглые у Vivo. А также плюс за прямые грани. Плоский экран с минимальными рамками, но со слегка закругленными краями по всем 4 сторонам. И плюс алюминиевая рамка. Тыльная часть выполнена из стекла, собрана модель по мне отлично, ко всему смартфон имеет защиту по стандарту IP68 и IP69K, при том, что есть еще специальный режим для съемки под водой. В принципе, у BBK много у кого такое было. И отмечу еще, что при утоплении никто не поменяет, поэтому будьте аккуратнее. Я уже с Vivo X100S обжегся один раз. Да, он у меня утонул, а у него IP69K было, поэтому лучше не проверяйте. Что касается удобства, смартфон хорошо лежит в руке, но пользоваться одной рукой не всем будет комфортно, все зависит от размера руки. Далее, на корпусе расположена
полноценная кнопка питания, качели регулировки громкости, 2 микрофона, динамики. Притом я не скажу, что они звуком блещут, и перекос довольно приличный. ИК-порт и USB Type-C OTG версии 2.0. Да, не 3.0, это уже 7-я линейка GT, а мы все еще имеем старый Type-C. А еще, может быть, у кого-то через Type-C-шник к телеку его подключить? Или это дело не пиарили, потому что он дело это не может? Но не будем. Мини-джека не завезли, что неудивительно. Стерео, повторяюсь, неполноценно. К минусам отнесу, что в настройках нет кастомного эквалайзера. Список аудиокодеков вы видите на экране. Сам Bluetooth чип установлен в версии 5.4, что очень даже неплохо. Линейный вибромотор по оси X, технологии O-Haptics и 4D вибрации. Качество вибрации отличное, ко всему можно настроить силу вибрации, но у Palasa лучше. К слову, кстати, люфт у кнопок есть, притом довольно приличный. Смартфон оснащен OLED Eco 8T LTPO дисплеем с диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя. Плотность пикселей в 450 ppi, защита Corning Gorilla Glass Victus 2 версии, цветовая гамма 120% DCI-P3, частота обновления экрана от 1 до 120 Гц. Ко всему можно еще настроить частоту обновления экрана отдельно для каждого приложения. Экран с одной стороны кажется прям топовым, с другой стороны есть GT6 китайской версии с практически таким же экраном. Имеется поддержка технологии HDR10+ и Dolby Vision. Разрешение экрана можно менять, плюс можно включить адаптивные режимы, различные функции для улучшения отображения видео или фотоконтента. Производитель заявляет о локальной яркости в 6000 нит, в пике 2000 нит. По моим замерам, на 100% яркости с включенной повышенной функцией яркости 1300 люксов, на 100% яркости 830 люксов, в пике 1500 люксов, и через 9 минут игры в Genshin Impact, о чем я скажу еще чуть-чуть позже, мы имеем 400 люксов. Я не знаю, что там с ИИ, просто 60 FPS выставил и все, даже не на максимальной графике. Автоматическая регулировка яркости это работает корректно. К слову, у кого-то в пике показывал 2700, у других блогеров 1800. Мне кажется, это зависит либо от ТЗ, либо от рендера. Опять же, наверное, на купленные аппараты мало обзоров. И плюс помним, что у меня китайская версия. Может быть, для миллиарда китайцев они сделали экраны хуже, хотя я очень сильно сомневаюсь. Сенсорный отклик как в играх, так и при прямом использовании отличный, но я не назову его топовым. То есть это не игровой сенсорный отклик, и я сначала думал, что может быть просто я что-то не включил, может какие-то настройки. Нет, тач здесь не игровой, это не айкушный тач, это не тач Asus ROG Phone, это просто неплохой тач. При том, что периодически будет отваливаться, особенно в таких играх, как Genshin, при нагрузке. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Полноценный Always On Display, разумеется, в наличии. Разблокировать экран можно при помощи ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Кстати, разблокирует он экран волшебно. Не супер-мега быстро, но очень быстро. И постоянно ты попадаешь в сканер, то есть размер довольно удобный. На Vivo даже было такое, что не всегда он разблокировался экран, а здесь прям волшебно. Летим дальше. Процессор установлен в Snapdragon 8 Elite. И я хочу, чтобы вы запомнили, что Qualcomm Snapdragon 8 Elite был первым не здесь, а первым его установили в Xiaomi 15 Pro. Потом он появился в iQOO 13, представлены вот иерархия. А Realme просто первые представили этот смартфон на российском рынке. Вот и все. Так что это не первый смартфон на Snapdragon 8 Elite, и он уже месяц как представлен. По идее, все должны были допилить. Максимальная частота у него 4,32 ГГц, графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Система Realme UI версии 6.0 на базе Android 15 версии с русским переводом. Нововведений достаточно, интересно оформленные обои, динамическая анимация рядом с фронтальным сенсором, плюс с ней можно взаимодействовать. Также есть AI-функции. Часть из них не актуальна, так как это не поддерживает русский язык. AI-функции для редактирования изображений ничего сверхъестественного не выдают, это чистой воды маркетинг, оставим это тем, кто делает им рекламу. В целом все по-старому, все как у всех. В системе у меня было много китайщины, которую можно убрать, потому что у меня китайский смарт, глобалка у меня тоже будет на обзоре, но, разумеется, полноценно это делать невозможно, да, что-то останется, также необходимо настраивать уведомления, так что если решите сэкономить и без 7-го бенда купить этот смартфон, вместо того, чтобы покупать глобалку, 10 тысяч раз подумайте. Я думаю, что тот, кто интересуется китайскими версиями, уже знает о всех подводных камнях. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей с технологией Dual, 4G сетей с 3-м и 20-м бендом, но 7-го нет, и это супер плохо. Без 20-го еще хоть как-то можно жить, без 7-го совсем неприятно. eSIM нет, разумеется, в китайских смартфонах его не бывает, eSIM считается у них технологией опасной,
красной, и в смартфонах у них их нет. Датчик приближения работает отлично, связь смартфон ловит великолепно лично у меня, плюс есть запись разговора без уведомления собеседника. Хотя я также видел и в глобалке, но помним, что они могут выпилить эту функцию с обновлениями. Я говорю про Global. В китайских обычно они не выпиливают. Модуль NFC обновленный, MirPay встает, устанавливайте Google сервисы, если это китайская версия, оплачивайте. Если у вас в Global, то просто MirPay устанавливайте и оплачивайте. NFC работает отлично. Для навигации есть поддержка двухдиапазонного GPS L1 плюс L5. GPS-тест в городских условиях показывает для Qualcomm стандартные 3 метра. Емкость аккумулятора 6500, и здесь магия. Заряжается он от родного адаптера питания на 120 Вт от 0 до сотки за плюс-минус 40 минут, когда как. Беспроводной зарядки нет, и это прям магия, да, за такие деньги. Отдаете $700, а беспроводной зарядки нету. Как и беспроводной реверсивной зарядки тоже нету. PC-Market выдает 6 часов 55 минут, в Work Performance 21 тысячу. Магия как раз в том, что он проходит эти тесты с максимальной яркостью, то есть он выдает 1100 люксов. Чуть-чуть он сбрасывает. То, что вы видите, он супер автономный у блогеров, они проводят тесты на яркости ниже. То есть они выставляют 120 нит, либо 100 нит. В общем, уточняйте у кого как. У меня все время штатные тесты PC-Mark проходит в максимальной яркости, плюс он от нагрузки чуть-чуть сбрасывает эту яркость. И 6 часов 55 минут это неплохой результат. В играх смартфон поедает в PUBG New State примерно 18%. Тач чуть-чуть залипает. В Genshin Impact поедает в час 18%, но магия в том, что уже через 9 минут он сбрасывает яркость. Где-то через минут 15 тебе уже неудобно играть, потому что он греется. Genshin Impact был не на максималках, а средние настройки графики. На пользу стримах вы можете посмотреть. Мы жарили это устройство на прожарке 2 с лишним часа, и это не флагманский, не игровой тач. И положительных эмоций мало, потому что все рассказывали про то, как он там 120 Гц где-то отрисовывает в Genshin Impact. И, как всегда, либо у меня бракованный экземпляр, либо лыжи не едут. Перейдем к тестам. Процессор сильно тротлит, это видно по графику. 323 гипса минимально, максимально 556 гипсов и в среднем 408 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. То, что он тротлит, можно сказать, что это программка 23 года, как некоторые скажут, что это вообще не тест. Но вы можете посмотреть Geekbench, 3D Mark. Кто-то скажет, прям волшебные цифры, таких я никогда не видел. По факту, в Antutu он выдает 2 миллиона 718 тысяч попугаев, но непонятно, куда он их тратит, потому что, повторяюсь, и Genshin был с тормозами, фризы видели все на стриме, яркость он сбрасывал, и греться он грелся, притом прилично. Storage тест показывает 208 тысяч. Куда он тратит эту всю мощность, непонятно. Но, опять же, стресс-тест показывает, почему так все происходит. То есть 40 минут с ним все хорошо, потом все не очень хорошо. Результаты вы видите на экране. Если, в принципе, не играть и не снимать видео, я не знаю, зачем вам столько баллов в Antutu нужно и все эти цифры. Потому что для серфинга в интернете хватит и 700 тысяч баллов в Antutu. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX906 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, апертура 1.8. Это довольно скромно, я вам скажу. Углом обзора в 84,4 градуса и фокусным расстоянием в 24 мм. И максимальным разрешением для видеосъемки 8К 24 FPS и 4К 60 FPS. Да, даже нет 4К 120 FPS. Смотрим на Vivo и плачем. В те же деньги, хочу отметить. Сверхширик стандартно Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, апертурой 2.2 и фокусным расстоянием 16 мм и цифровой стабилизацией. Подобную затычку в виде сенсора вот этого 355-го по мне сюда было позорно запихивать за такие деньги. Но опять же Realme виднее. Процессор же дорогой. Также есть перископический телефотосенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей с апертурой 2.65, фокусным расстоянием в 73 мм и углом обзора в 32,8 градуса. Опять через него и будут пытаться каким-то образом представить смартфон в лучшем виде. Фронталка ужасная на 16 мегапикселей с апертурой 2.45 и углом обзора 82,3 градуса. Притом максимальное разрешение для съемки видео с фронталки 1080p 60 fps. Я сравнивал эту модель со смартфоном Xiaomi 14T, который больше, чем в 2 раза дешевле GT7 Pro. У него есть проблемы из-за кодировки видео, есть проблемы с совместимостью. К примеру, в некоторых программах видео производится с фризами. Подобное мы уже встречали у смартфонов Xiaomi. Скорее всего, с новыми прошивками все пофиксят, но это было у 12-й линейки только в рендере, а не просто при просмотре. Но минус карму Realme. Так как месяц назад они представили устройство, оно сырое, и это ни в какие ворота за такие деньги. Хотя, как говорится, бывало и хуже. У кого-то такая история была с Oppo. В остальном иногда можно увидеть интересные результаты довольно хорошо, но стабилизация плохая, со светом отрабатывает камера плохо, сверхширик никакой, фронталка никакая, с экспозицией вообще какая-то печаль. И короткие примеры,
примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Ну что, 4К 60 FPS и 4К 30 FPS на Xiaomi 14T. И 4К 60 FPS на Realme GT7 Pro. А вот 4К 60 FPS против 4К 60 FPS. И я вам скажу, что тучу, правильно, вот эту темную передает 14T. А Realme почему-то ее делает светлой. С другой стороны, ну вот там солнце, там где у Realme блямба такая, это солнце. И вот так вы сможете снимать с двух рук, переходя через дорогу смерти. Здесь во Вьетнаме переходы это, конечно, что-то с чем-то. Официальные, неофициальные. Так, но вам-то самое важное это съемка. А мне важно, чтобы она вам была доступна потом. Поэтому я сначала перейду, а потом еще продолжу снимать. Ну вот сейчас HDR включен в 4К 60 FPS на Realme GT6, GT7 Pro, GT6. Они так быстро клепают смарты, что я устаю название просто запоминать. Так вот, и где этот GT7? Где, почему Pro? Ладно. Вот так вы сможете снимать с этих двух устройств. Насколько стабилизация хуже где-то работает, вы видите. Вы за это заплатите ровно в 2 раза дороже, чтобы она у вас работала хуже. И, ну ладно. Опять же, это на вкус и цвет. Кому-то нравится без стаба, правильно? Главное, чтобы была хорошая презентация, красивая. И вот так вы сможете снимать на берегу не самой чистой речки, но виды экзотические. Дальше еще интереснее. Xiaomi 14T, который за 34 продавался, да, и это дело по 70. Фронталка. Фронталка у Xiaomi способна на 4К 30 FPS. У Realme GT7 Pro только 1080p 60 FPS. Опять же, зачем вам фронталка, да? Зачем вам стабилизация? Зачем вам нормальный цвет кожи на видео? Вообще, зачем вам видео? Нормальные люди и видео примерно не смотрят. И просто покупают смартфоны, потому что у них красивый марсианский цвет. У меня, к слову, не марсианский цвет, вы видели белый. Но марсианский тоже будет на обзоре, потому что это китайская версия. Хотя ничем не отличается от глобалки технически, но я сделаю и на глобал тоже, потому что мне же будут писать, что это вот китайцы для себя плохой смартфон сделали. А в глобал-то они его все 2 миллиарда сели и допилили. Под себя не допилили, а вот под глобал, да. Ну и чтобы быть объективным, телевички-то у Realme работают. И вот так вы максимум сможете снимать в X18 на, получается, 5 секунд. На Realme. И кого интересует зум, X6 на Xiaomi. То есть если X3 на Realme, X6 на Realme, это вот такая огромная разница будет. То есть если мы говорим о телевиках, то небо и земля, конечно, при приближении картинка. Так что и живности немного в 4К 60 FPS. Бегающий. Я чего-то нюхал. От меня пахнет мясом. Так сможете его снимать, бегающего. Ну что, еще раз 4К 60 FPS. И рассказ мой не про то, какой вот Xiaomi плохой, а Realme хороший или наоборот. Разумеется, наличие телевика для многих будет решать. Просто не все цифры. То, если вы видите супермощный процессор, это не значит, что он с картинкой как-то справляется супер хорошо. Вопрос алгоритмов. Вот для примера, допустим, телевик, да, у Realme засада, он круче. Ну или засада для Xiaomi. А ультраширик, вот вам 4К 30 FPS против Realme-вского 1080p 30 FPS. Почему у Realme 1080p 30 FPS? Это тайна, покрытая мраком. Примерно то же самое, как и фронталка.
Такое ощущение, что они не 80 штук поставили ценник на Global. То есть кто у них конкурент за эти деньги? Они, ну, как бы, ультраширик где? Фронталка где? Ценник, ей! Ну, может быть, я не прав, вы меня поправьте. Когда мне говорят, они поспешили с выгрузкой модели на Элите, так у них есть, вот сейчас уже все выгрузили эти смартфоны. Время, чтобы что-то подпилить. Но от этого разрешение у фронталки или разрешение у ультраширика не поменяется, и сенсора тоже. Что они могут сделать? Они могут чуть-чуть подпилить, чтобы у них была лучшая стабилизация. Ну, посмотрим. Но пока вот такая вот история. И я картину маслом хочу отметить, что самое странное, что супер-мега смартфон Realme в каких-то сценариях проигрывает. И это очевидно Xiaomi 14T, который в 2 раза дешевле. На секундочку, в 2. Вот. И по мне так быть не должно. За ценник флагмана у тебя должна быть флагманская составляющая. А тут даже по спекам не так получается. Опять же, это субъективное мнение. Вы можете меня поправить в комментариях, сказать, что я слишком пассивно-агрессивен, а по-настоящему смарт-топ. Так, 4К 60 FPS, и я не мог не сравнить здесь, потому что это самая противная, мне кажется, локация для съемки видео. Что я здесь вижу? Вижу, что Realme очень сильно перекручивает цвета, шумы у того и у другого смарта. Еще раз повторяюсь, я лоялен к Xiaomi только по той причине, что он дешевле в 2 раза. Да не то, что он идеально снимает, но если брать, опять же, работу со светом у него и с цветами, ну а вы все видите, кому что комфортнее, вот кто видит, что стаб. Кстати, если включать на Realme Stab, там, по-моему, 2,6К, если не 2К. Потому что он так кропает люто вообще. В личной телеге покажу. И фронталка ночь. Динамический диапазон у Realme, да? Полноценно все. Шикарно. Ну что, 4К 60 FPS, и сезон начинается здесь в январе. Поэтому, в принципе, у вас еще 2 месяца, чтобы решить, хотите ли вы увидеть Danang. Ну, однозначно, это дешевле и лучше Ханоя, в котором я был. Отношение к Вьетнаму поменялось. Обязательно посмотрите фото, потому что... Видели, как работа со светом организована? Не на IQ, на Realme. Видите, я уже Realme IQ называю. Посмотрите фотографии, потому что вот это вот бледное, что и должно быть бледным, оно покрасило в зеленый. Вот. И 4К 60 FPS. Такое вот пространство рядом с мостом Дракона. И немного речки. Надеюсь, то, что я вижу, вы видите что-то другое, потому что работа со светом у Realme на экране у меня очень плохая. Так, ну что, как говорится, Дананг всегда проще. Это второй аэропорт Бангкока. И вот так это все выглядит, когда ты сюда приезжаешь. А, кстати, здесь есть еще третий маленький. Но туда прилетают только чартеры. И там не так все романтично. Вот так сможете снимать. Видите, какие... Вот она, работа со светом, даже с основного сенсора. Вот что это за... Ну и фронталка точно не на 75 тысяч, который я отдал за него. Вот 1080p, 60 FPS. И с другой стороны, она даже у Vivo по сравнению с Samsung печально, а там еще дороже. Не хотят они фронталки делать. Хотят, чтобы фронталки у Самсунгов и яблок остались. Короче, я не знал, у меня, оказывается, бизнес есть какой-то там лаунжи бесплатный, потому что у меня банков этих немерено. И вот это вот дело все, я так понимаю, бесплатно. Можно брать и накидывать, и есть. По-моему, 3 часа здесь можно тусить. Смотрите, кстати, обзор из Ханоя. Здесь поприличней.
Аэропорт прям современный. Очень приличный. 4К 60 FPS. Все довольно быстро. То есть не успели зайти, уже чемоданы катаются. Вот такие здания здесь рядом. Очень быстро приходят в негодность. Видите, бетон как пошарпался. По большому счету город новый. Здания тоже практически все новые. Но вот так. X3, X6. Очень интересная тема с этими круглыми лодками. Я их видел тоже. В них много народа плавает. И пляж. Как в Паттайе на Джамтене, очень большой. И широкий. Романтичные запахи канализации и стройка небоскребов полным ходом. Но как всегда, сначала строят супердома, а потом будут все здесь перерывать, потому что коммунальные штучки не рассчитаны. Почти по всей Азии так. Ну, народ катается на машинках. Клево очень, очень клево, много пространств, много локаций. И все не выглядит дешевым, я не знаю, как сформулировать. То есть все здания такие серьезненькие, масштабные, очень по-азиатски. И я вам скажу, я уже проклинаю все, что я сюда сел, потому что это очень высоко, это X6, и я еще не на самой верхушке. Но если вы боитесь высоты, я вам очень не советую сюда ползти. Я заполз. И лучше, наверное, брать билет в 15:00 и 7 часов веселиться здесь. На всяких штуках. 4К 60 FPS, еще немного видео. Вот так сможете на GT7 Pro снимать летом. Если брать основные модули, смотрите, вот допустим ночью у Realme все печально, 23 мм на ультраширик. На основу вот это вот цвет не соответствует вообще. А у Xiaomi немногим лучше, но чуть-чуть ближе цвета. Исходники фото можете посмотреть. С другой стороны, скажут, вот если присмотреться здесь, то может быть Xiaomi будет проигрывать в каких-то моментах. Общее ощущение от фотографий, что от одной, что от второй, Realme выкручивает контраст, Xiaomi тоже чуть-чуть выкручивает контраст, и по большому счету те же тапки, только в профиль. Если говорить про работу со светом, это Xiaomi, это Realme. Что сделала Realme? Realme не так вытягивала из теней, допустим, ту же зелень с одной стороны, с другой стороны добавила контраста, и я бы брал, если в миниатюре, то, наверное, фотографию с Realme, хотя она далека очень от идеала, но, опять же, основной модуль отработал лучше. То есть в целом скачивайте исходники, благополучным образом там увидите, что фронталка ультраширик у Realme не очень хорошая, мягко скажем, а по основе она может тягаться. Здесь тем более, видите, фотография на Xiaomi совсем печально оказалась. Выдержка была плохая для ночной съемки. Минусы: нет беспроводной зарядки и реверсивной, в эти деньги это дичь. 4К 120 FPS тоже нет на основной сенсор. Слабый фронтальный сенсор, устаревший сверхширик, неоптимизированный формат видео, старый Type-C, нет 7-го бенда, опять же это для китайской версии. Мало настроек для кастомизации звука динамиков. В играх он на данный момент очень плохо себя показал. Микрофризы, не волшебный тач за эти деньги от Realme не ожидал. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Так, ну и смотрите, хотел бы дополнить тем, что еще раз, исходники фотографий можете скачать в личной телеге, сами сравнить до упора. Второй момент. У некоторых блогеров проблем никаких с воспроизведением видео, я так подозреваю, с будущим рендером не было. Прыжков экспозиции они не видят, и баланс белого у них нормальный. В принципе, по качеству съемки у них претензий не было. Этим блогерам я доверяю, но у нас, наверное, разный взгляд на качество съемки. Либо мне, опять же, не повезло с рендером, то есть то, что я купил, или, может быть, это китайская версия, поэтому мне не повезло. Но я такой не один, у других же блогеров примерно такая же история, но вот так. Вот так все по-разному. В целом, перед резюмирую, могу еще сказать, что это, конечно, флагман, но по цене. А так это средняк, притом
конкуренты у него средники. И резюмировать я бы хотел долго и мучительно. Вы видели, что я сравнивал его с Xiaomi 14T. По мне 14T сейчас снимает лучше. Хотя стоит 14T в 2 раза дешевле. Это iQOO 13. Почему я его вам показываю? Потому что первый смартфон на 8 Elite был не этот. А первый смартфон был у нас Xiaomi 15 Pro. Потом iQOO 13. Это бывший концерн BBK. Он распался. Это сейчас Vivo и iQOO, и Realme, Oppo и OnePlus. Так вот, давайте по поводу этого смартфона поступательно. Первое, по поводу съемки. Она сейчас позорна. И даже когда, может быть, они чем-то допилят программно, здесь будет позорный ультраширик и позорная фронталка. Основной модуль никак не выдающийся, и по спекам тоже. И по большому счету про съемку, ну, направленный микрофон у нас здесь есть, и X120 фото. Можете исходники у меня скачать, и видео, и фото уже в личной телеге. Никаких проблем с этим нет. То есть по фото и видео сейчас мракобесие, максимально сырой смартфон. Когда-то правильно мне напомнили, что у кого-то оповские смарты были такие же, они выгружали без нормальной возможности съемки. У Xiaomi 12 линейки с кодировкой была беда, но там была только при рендере. Здесь беда может быть даже при проигрывании. То есть у вас могут быть файлы, которые вы при просмотре на своем компьютере, они будут тормозить. И прошел уже месяц со старта продаж. Печаль. Это мягко сказано. Второй момент игры. Я не знаю, кто как тестировал. Почему? Потому что я тестирую все в онлайне. В PUBG New State 90 FPS он держит, но определенные фризы случаются, тач иногда залипает. Как только ты начинаешь играть в что-то более-менее серьезное, я включил Genshin Impact, просто выставил 60 Гц, даже без максимальной графики. Уже через 9 минут у нас начались фризы, кстати, с 5-й минуты. На 9-й минуте он просто сбросил яркость до 400 люксов. И на данный момент это абсолютно бесполезные 2 700 000 баллов в Antutu, потому что они не дают вам ничего. Да, вы можете посмотреть про дорисовку 120 FPS в каких-то роликах. Опять же, они рекламные на 100%. Как в это играть, я не знаю. Либо люди просто не тестировали, либо у них реально аппараты от производителя настроены и работают как часы. Вот то, что я купил, оно сейчас в играх печально. Можете, еще раз повторяюсь, пересмотреть прожарку 2,5 часа я оставил. Что мы имеем в сухом остатке? Те же Vivo, которые отпочковались с iQOO, имеют беспроводную зарядку в эти деньги. Здесь у нас ее нет. Если говорить по поводу целесообразности покупки, есть GT6. Российской версии она стоила 35 000 рублей. Это стоит в ритейле 80. Ладно, на Алихе вместе с налогами он выйдет 70. Чем он лучше? Ничем, кроме рекламы. То есть его острые углы проблемные этого смартфона все вот прям облизали так, что вроде выглядит норм. По мне, красный ему ценник 45, и то это вот закрыв глаза сегодня, если они исправят все косяки с камерами и исправят, разумеется, сброс яркости. Эмоции у меня от него положительные. Насколько целесообразно его приобретать, решать вам. Полную картину я вам рассказал. По поводу автономности еще один огромный плюс. Я гонял его в съемке нон-стопом 4К 60 FPS. И он может снимать без остановки, в отличие от некоторых Vivo аппаратов новых. И у него будет примерно около 5,5 часов съемки. Для примера, Vivo X200 Pro может снимать только 3 часа 59 минут. И это очень круто. То есть реально по автономности, по съемке, хотя он снимает плохо, у него все классно. Вот такая получилась история с этим девайсом. Обзор на русскую версию еще будет. Я ее купил, она мне еще не пришла. Китайская, повторяюсь, ничем не отличается. В индийской версии меньше аккумулятор. Девайсу от меня однозначно бесконечная да в отрыве от стоимости. Добра и удачи вам, дорогие друзья.